Друзья, всем привет! С вами Анна Боне, школа Кэшфлоу на связи. И хочу сегодня разобрать такой очень интересный вопрос. А правда ли новые деньги легкие? Очень интересная тема. Потому что вы знаете все, что для того, чтобы научиться получать новые деньги, нужно конкретно трансформироваться. Иногда приходится перестроить не просто свой график жизни, а и даже рабочий свой график. Приходится уйти с работы, либо поменять место работы, либо уменьшить количество рабочих дней, рабочего времени. И вы знаете, что когда мы к этому приходим, осознаем, осознанно приходим к этому пониманию, у нас наступает такое замирание, наступает такой момент страха. Это серьезнейшая трансформация, это огромнейшая работа над собой. Именно в этот момент наступает такое состояние, когда все страхи обостряются, все поднимается, организм заболевает, ты начинаешь придумывать разные истории, что вот твои предки не смогли, ты не сможешь, и все как будто бы вокруг тебя начинает складываться против тебя. Все это проходили, все на пути к получению новых денег проходили серьезнейшие трансформации. Поэтому я считаю, что этот переход на новую форму денег, он очень сложный для человека. Я вам расскажу свою историю. У меня так получилось, что еще 6 лет назад, даже 7 лет назад, я уже начала тогда свой путь перехода. Я сделала множественное количество сессий, соединилась со Вселенной, получила от Вселенной информацию и поняла, что все, вот с того самого момента, именно 7 лет назад, жизнь не будет уже прежней, что все человечество перейдет. И я уже прямо с того момента чувствую, что я совершила переход. Именно тогда, когда я получила эту информацию, я уже поняла, что я переход совершила. Так во всем мире работает процесс осознания. Когда ты получаешь эту информацию, ты ее просто мог услышать, то ты должен понимать, что все, процесс запущен. Если к тебе эта информация пришла, значит, ты уже готов совершить переход. И квантовый переход, про который все говорят во всей планете, он происходит как раз за счет, прежде всего, перехода нашей материи. А что такое материя? Материя — это все материальное. И поэтому прежде всего в нашей жизни трансформируются тела и наши деньги. И когда мы перестраиваем именно деньги, денежный процесс получения денег, зарабатывания денег, обращение, все с деньгами, когда мы перестраиваем деньги, наши материи, наше материальное, то тогда постепенно перестраивается все в нашей жизни. Я 7 лет назад это осознала, ко мне информация эта пришла. Представьте, когда ты вдруг это осознаешь, к тебе пришла эта информация, а к остальным она еще не пришла, а остальные это еще не осознали. И у меня так получилось, что основная часть, где-то 75%, 25% остались со мной, 75% не осознали, не получили эту информацию и не смогли трансформироваться вместе со мной. Они восприняли эту информацию очень опасно. Дело в том, что наша бессознательная система, она так и работает. Она то, что для нее новое и ей кажется страшным и опасным, блокирует от нас же с вами. Вот так работает бессознательная часть. Потому что бессознательная часть, она относится к инстинктам, именно к сохранению всего рода. Ее задача сохранить не вас лично, а весь род, всю генетику. И она работает по старым принципам, по принципам прошлого. Она не знает о том, что мир изменился. И мы ее с вами должны обучать. Об этом я расскажу в следующем видео. Именно почему я слушаю все зарядки Иры Левченко, Веры Хаптинец и остальных топ-лидеров. Потому что я таким образом обучаю свою бессознательную систему. Она должна слышать, слушать и привыкать. Ей нужно дать на это время. Она у нас с вами немножко замедлена, не такая резвая и быстрая, как мы. Поэтому ей нужно давать время.
И с ней нужно очень ласково, нежно и потихонечку, потому что если с ней вдруг резко, то она может заблокироваться, и тогда я тогда расскажу, что происходит. Потому что при такой блокировке, когда она пугается, то все вокруг технические устройства обычно выходят из строя. Потоки куда-то пропадают, заблокируются кошелечки, интернет уходит. Вот, так работает наша бессознательная система. Но я возвращаюсь к теме легких денег. Смотрите, легкие ли они? Они новые. Но я считаю, что они не легкие. Хотя, когда я разговариваю с другими людьми, которые неосознанно еще думают, что деньги, заработанные новым способом, они думают, что это легкие. Они говорят, мы ходим на работы тяжелые, и мы обязаны эти работы работать. А вы, сидя в интернете, просто нажимаете кнопку. Так вот, смотрите, сидя в интернете, просто нажимая кнопку, для того, чтобы к этому прийти, произошел огромнейший трансформационный процесс. Посмотрите, что происходит на мировом рынке. Как люди воспринимают криптовалюту, как люди воспринимают биткоин. Изначально говорили, это все пирамида, это все обманные махинации, комбинации. Но это технологический процесс, который неизбежен, который будет происходить обязательно со всеми на планете. Этот процесс как цепная реакция. Невозможно его уже остановить. Как бы ни пытались, как бы ни сопротивлялись, как бы ни хотели кто-то там остановить, но это всепланетарный процесс, эволюционный процесс развития. Попробуй останови бабочку, которая идет процесс развития, или куколку бабочки, да, она все равно превратится в бабочку. Это эволюционный процесс, происходящий на планете в данный момент с энергиями планеты. И поэтому эти процессы идут автоматически. И мы их с вами проживаем. Хотим мы этого или нет, человек в этих энергиях находится, и он либо сопротивляется Вселенной, либо идет вместе с ней, как в одной волне. Новые деньги, новая форма денег — это эволюционный процесс развития всего на планете. И рано или поздно все человечество перейдет на этот уровень развития и осознает и начнет пользоваться этой формой денег. А наша организация, которую мы называем сообщество фонд Меркурий, и наш проект Кэшло очень хорошо помогает, сопутствует всему этому развитию, помогает человеку внедриться, влиться, помогает прорабатывать сопротивление. Посмотрите, когда один человек находится в сопротивлении, это тяжело, а когда целое сообщество, это тысячи людей, ты можешь с ними поговорить, поделиться, узнать, а как они это проходили, послушать их опыт, то тогда становится гораздо легче. Когда я столкнулась с такой ситуацией, что 75% человек вдруг, они говорили, ты не права, ты не понимаешь, это не работает так. Представьте, то я тогда пришла в этот фонд, и фонд мне сказал, а мы уже так давно живем, а мы уже 6-й год как так живем, поэтому иди с нами, потому что мы развиваемся в связи с новыми событиями на планете, и мы стараемся все быть пластичными. Да, иногда у нас тоже бывают взлеты и падения, но мы проходим зато все вместе это. И когда я нажимаю эту кнопку в интернете, просто нажать, о которой говорят, просто нажать, это не значит, что я физически делаю это нажатие, и мне очень легко, я не иду, не копаю. Но я внутренний процесс работы провожу, огромнейший, большущий над собой. У меня происходит процесс такой трансформации, работы, осознания. Это постоянно нужно заниматься внутренним своим состоянием. Это огромнейшая работа. Самая сложная работа на планете — это не копать, и не ящики носить, и не мешки, а это работа над собой. Потому что всегда хочется полежать, отказаться, сбежать вообще, пойти чем-то другим позаниматься, винца, просека, шампанское, пойти с девчонками погулять. Всегда хочется. У меня стоят часы, будильники, и каждый час это нужно воду выпить, а тут уже позавтракать, а тут уже покушать, а тут уже спать идти, а хочется... Так вот, а внутренняя работа над собой, она стабилизирует тебя, она очень сильно связана с новой формой денег. Эти процессы идут параллельны. Ты не можешь быть расслабленным, вот такой вот в хаосе находиться и пользоваться новой формой денег. Ты себя тогда не сможешь стабилизировать, тогда эти новые
новые деньги просто разорвут, разломают всю твою жизнь. И я в следующем видео именно расскажу о том, как нужно принять и какие этапы развития все в принятии новой формы денег проходят. Поэтому переходим к этим деньгам и учимся ими пользоваться. В любом случае 24/7 будете на связи с людьми, которые уже получили этот опыт, которые уже это прошли. Я жду вас в моей команде. Все, до встречи. Всем пока.